Здрасте, пиццаки, Нектарин Андреевич Мышенко, топ-5 жонглер с парками по версии KFC. Сегодня я к вам пожаловал с гайдом на Арк Вардена, который будет не совсем типичный, который вы привыкли видеть на данном канале. Идея заключается в том, чтобы рассмотреть Арк Вардена не как героя какой-то нынешней меты, а раскрыть его более развернуто так, чтобы вы могли апаться на нем, даже если его понерфят в этом патче, и он будет каким-то неиграбельным в следующем патче. Так сказать, более развернуто раскрыть всю суть и всю подноготную этого героя. Что на нем нажимать, что вертеть, что делать, если его занерфят, что делать, если его не занерфят. Короче, вообще абсолютно все, что есть на этого героя, исходя из моего личного опыта. Особо внимательные по хронометражу уже определили то, что это будет довольно длинный ролик, поэтому для вашего удобства я оставил тайм-коды в описании под этим видео, чтобы вы с легкостью могли найти более интересующий вас какой-нибудь раздел. Это на случай, если вы и так уже что-то знаете про этого героя и просто хотите перейти к наиболее интересующему вас вопросу. На данное видео ушло очень много сил и энергии, это стоило мне какого-то колоссального количества времени, поэтому буду благодарен, если вы его досмотрите до конца, оцените его каким-нибудь лайком, подпиской, комментарием, вообще в принципе любой активностью, которую можно создать на этом ютубе. Томить вас особо не буду, давайте уже перейдем к самому видосу. Тенденция Вардена после выхода патча 7.34 сложилась не лучшим образом. Так, в прошлом патче героя существенно понерфили, убрав прибавку магического дамага от тычек по Tempest Magnetic Field и заменив его на физический. По сути, убив единственный на тот момент дисбаланс, из-за которого Варден в соло мог ломать лица всей вражеской тиме. Но самое главное, увеличили КД ультимейта на всех уровнях, значительно порезав таким образом скорость фарма и варианты играть активнее на начальных уровнях прокачки ульты. Далее все прибавки в последующих патчах были минорными и не в значительной степени влияли на винрейт Вардена. Однако все-таки были добавлены две основные, которые хоть как-то подняли персонажа с колен. Это возможность создавать клона на расстоянии с полными ресурсами вне зависимости от того, сколько у вашего оригинала хп и МП, и множитель ДПС с парков по крипам, что дало возможность фармить значительно проще в начале игры. Item Build. На данный момент времени есть несколько айтем билдов, которые рассчитаны на все случаи жизни и на разные роли. Варден сейчас играбелен на миде, кэрри и порой даже неплох на роль саппорта. По канону я буду рассказывать Вардена в роли мидера, так как именно на этой роли можно наиболее вариативно реализовать Вардена, подстраиваясь абсолютно под любую ситуацию на карте. Сейчас билды у Вардена строятся в основном вокруг этих айтемов: Блатторна и Дисперсера. Именно изменение этих айтемов вернуло Вардена в мету. Например, играя через Блатторн, вы можете воссоздать Вардена из патча 7.33, который имел доп магический ДПС от тычек под магнетиком, а сейчас то же самое, только когда вы вешаете Блатторн. Дисперсер неплохая альтернатива, которую практикуют многие кэрри. Суть в том, что он дает 40 плюс ловкости, что очень много по сравнению со шмотками подобного формата за его стоимость. И что самое главное, неплохой контроль плюс эскейп. Ну и просто туча ДПС и утилити. Эта шмотка лучше подходит под плейстайл кэрри. Билд хорош как альтернатива и просто очень ситуативен именно в тех случаях, где вам просто нужен и необходим диффуз, чтобы законтрить вражеского кэрри, к примеру. И по ДПС он очень сильно уступает первому билду. Поэтому старайтесь всегда играть через первый билд, а второй собирайте, если вам нужно подстроиться под ситуацию. Однако я рассмотрю Дисперсер не как отдельный билд, а как некую альтернативу вкупе с классическими шмотками на Вардена. Стараюсь, так сказать, пояснить всю классическую базу айтемов Вардена на случай того, если Блатторн, то есть наш основной метовый билд, сильно занерфит. Короче, на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с этой шмоткой. Давайте теперь перейдем поконкретнее к каждому билду. Основной билд через Блатторн, ибо чаще вы пикаете Вардена как мидера, и именно этот билд вам разрешает быть гораздо активнее и выполнять свою роль в полном объеме. Его плюсами есть большое количество контроля, которое упрощает наши файты, инициацию и прочее. Минусом есть не супер большое количество статов, которые есть важным атрибутом на иллюзионист героев. Хоть вы будете уносить в соло любого героя, однако этот билд очень легко законтрить, если вы будете вынуждены играть 1 на 5, к примеру. Вначале покупаем 2 ветки, фейрик, цирклетку и слиперсы. Далее загрейдите это в Эврейсбенд, если вы играете против чего-то милишного или очень чего-то пассивного на миде. Этот билд даст вам плотнее тычку, с ним приятнее будет фармить и вы быстрее сможете себе нафармить мидас. Если же будете играть против чего-то спамящего, типа крабы, лины или
или Тинкера, то лучшим решением будет сыграть через ботл, ибо вам будет просто сложно отстоять этот мид и адекватно без напряга фармить. Во многих случаях даже и проиграть этот мид из-за отсутствия ресурсов. Поэтому покупайте себе цирклетку, 2 ветки, фейрик и на первые деньги с пачки и баунти рун докупайте себе ботл. Если стоять совсем невыносимо, можете докупить себе капли. Однако всегда железобетонно стараемся выфармить себе мидас как можно скорее. После докупаем себе носок и фармим Maelstrom. Он нам нужен для фарма. Без него вы просто будете фармить очень медленно и бесконечно. Плюс уже проще будет принимать драки и наваливать в них стили. Далее, в зависимости от ситуации, мы либо грейдим носок в тревела, если игра довольно пассивная, вас не душит, навязать драку по каким-либо причинам сложно, или грейдим Maelstrom в Глейпнир, если же все зеркально наоборот. После у нас появляется выбор между 3 айтемами. Собираем арчит, если вам нужно больше дамага в драках, и дамага с Глейпнира вам просто мало. Пику, если вам нужно держать позиционку от героев с блинками и прочими активностями, или манту, если вы уже с одним Глейпниром можете позволить себе пушить. Без Блаторна в манте, кроме как снять с себя какой-то контроль или фастпуш, нету смысла, ибо в драках она не дает ДПС. Ну и соответственно арчит вы грейдите в Блаторн. И уже на этом этапе вы становитесь тем самым лютым Варденом, который за купол плюс Блаторн стирает любую хрень. Если же у энеми много БКБ или способов как-то от вас свалить или снять Блаторн, докупаете себе хекс. Все айтемы взаимозаменяемы, нам лишь нужно вовремя понять, что конкретно вам не хватает, чтобы убивать героев и закончить игру. В некоторых случаях, если у энеми много магического дерьма и контроля, за которые вас зафокусить и не отпустить будет слишком легко, собирайте себе БКБ вместо манты. Или если же сложно против героя типа Леги Батрайдера, можете собрать линку. Против Вайда будет неплохим решением вместо пики собрать себе какой-нибудь блинк, так как попросту даже если вы нажмете пику или форс, вы просто не сможете избежать купола Вайда, а с блинком у вас будет больше возможностей этого избежать. Альтернативные айтемы. Начальный этап все такой же, как в основном билде, все так же делаем себе в рейсбенд и мидас, в некоторых случаях стик, Maelstrom и тревела. Это стабильная база, которая качественно работает на Вардене и мигрирует из патча в патч, как BF на антимаге. Далее, моделируя ситуацию, представляем, что у нас нет Блаторна и мы не понимаем, что нам дальше собирать, чтобы давать дамаг. Можете собраться так. Maelstrom загрейдить Мьёлнир, он гораздо сильнее, разгоняет наш фарм по сравнению с Глейпниром и помогает быстрее и лучше толкать пачки. И гораздо увереннее туннелить в файтах без дополнительных шмоток. Мьёлнир можно закомбинить с тем же диффузом, с которым у них неплохая синергия. Большой атак спид равно больше тычек, равно больше сожженной маны. И как следствие больше ДПС от диффуза. Далее диффуза можно загрейдить в дисперсер, чтобы набрать себе больше статов и быть гораздо мобильнее. В основном ставьте в приоритет этот билд, если вы играете против героев, которые запросто отлетают от диффуза и очень сильно его начинают чувствовать. Типа той же Медузы или какого-нибудь Морфа, к примеру. Далее выбор между классическими айтемами на Вардена, которые просто хороши на нем. Бабочка стабильно всегда неплохо работает против enemy коров. БКБ, если много магического Е-контроля, как в первом случае. Дейдалус для большего ДПС. МКБ, если много миссов. Оба айтема дают больше всего дамага по сравнению с другими айтемами. Nullifier также хорош для дамага. В основном его берите, если много гастов, юлов, вам просто не хватит условного хикса, чтобы завалить кого-то. Скади против толстых героев с тучей регена. Если играете против героев с сильными пассивками, можно сыграть через Сильвер. Однако рассчитывайте, что это шмотка для снятия пассивок и доп мобильности. То есть вы ее стараетесь закупить вместо блинка или пики, так как сейчас она вообще не дает норм ДПС и клейту, кроме снятия пассивок, не дает вообще тимового value. Ну и последний билд, который подойдет для очень агрессивной игры на миде или под саппорта, скажем, 4-й позиции. Можете также его использовать, если все вышеперечисленное понерфят. Плюсы билда. Очень хорош в драках с самого начала мидгейма, но значительные минусы этого билда: он очень однокалиточен, и если вы не сможете хорошо принимать драки с ним, то на нем практически невозможно будет камбэкнуться после. Требует чуть другого понимания макро. Рассмотрю его как для саппорта. Покупаем себе 3 ветки, цирклетку, гранату и пачку тангу. На первые деньги несем себе сентри варды для саппортских штучек. Далее покупаем базилку, носок и грейдим их в арканы. Цирклетку грейдим в урну, ветки грейдим в стик. Далее как можно быстрее догрейживаем урну в Spirit Vessel. Задумка билда в том, что через иллюзию вы заливаете дофигища маны через арканчики и навешиваете в драках дофигища веселов, абузя их через иллюзию, у которой заряды дублируют оригиналы и не тратятся из-за этого. Далее покупаем себе Атос. И после Атоса уже к минуте 16-18 Мидас, чтобы можно было камбэкаться
в случае чего. Если же много фокуса по вам, то можете вместо Атоса или после, если у вас все окей по игре, купить Blade Mail. Ситуативно можете после Атоса собрать себе арчит против каких-нибудь штормов или прочих всяких спиритов, эскейперов. Просто чтобы у вас было больше контроля, за который вы стабильно будете убивать любого вражеского мидера. Далее билд можно загретить магического Вардена, докупив Этериал, позже Дагон или Хекс, и быть крайне полезным по игре. Но основная задумка этого билда — это задушить энеми до 25 минуты и закончить игру чисто на доминации. Также в патче 7.35c этот билд можно загибридить с первым. Просто после Весела покупаете все по стандарту. Медас, а потом Мейлшторм. Да, и кстати, чуть не забыл, вот самые лучшие нейтральные предметы. Skill Build. Основной билд, через который я играю на миде. Максим спарки до 7 левела, не забывая флюкс. Также качаю мульт на 6. Билд стандартный, хорош для того, чтобы ситуативно принимать драки, быстрее отфармливать лайн и лес. Если вас зонят на миде, и в целом подходит для плейстайла мидера, когда есть необходимость не только фармить АФК, но и принимать драки. Ситуативно можете замаксить флюкс вместо спарка до 7 левела, а спарки взять в 2. Хорош против определенных героев, которых вы можете за лютейшее замедло просто вынести с мида. Например, против Эмбера и Темпларки. Порой неплох против эскейперов типа Квапы и Пака, которые просто догнивают под флюксом, даже если они убегают от вас. Ну и третий вариант билда, который неплох на кэри, но только в тех случаях, если вы уверены, что вы можете просто АФК пылесосить лес довольно долго. До 7 левела максите спарки, флюкс скачайте в 2, ульт на 6 также. Но дальше мы максим Magnetic Field. Помогает быстрее фармить лес, толкать пачки, но и порой неплох, чтобы принимать драки в тех случаях, когда вы знаете, что по вам не будет фокуса, у вас достаточно контроля в пике, который компенсирует отсутствие максимального флюкса, и вы просто сможете рейд-кликать вражеский пик из купола. Однако на миде чаще всего используем первый вариант. После 7 левела дамагшиваем флюкс. На 10, 15, 20, 25 не пропускаем таланты, о них чуть позже. И с 11 по 14 левела максим купол. Таланты. На 10 берем талант на дальность флюкса. Облегчает вам позиционку, ибо для инициации через флюкс вам не нужно будет жертвовать ею. Если играете на кэри, то талант на хп будет неплох. На 15 берем всегда талант на купол. В целом мастхэвный талант, который оверолл повышает наш ДПС в куполе. На 20 на минус КД купола. Таким образом повышая возможность ставить филды практически без КД и делать больше грязи в файтах. И самые интересные таланты на 25 левеле. Оба ситуативно играбельны, однако в 90% случаев мы берем талант на плюс 10 длительности ульта. Ибо плейстайл Вардена — это сейчас бегать ульт плюс оригинал, и за счет этого давать больше value в активных мувах, не иначе. И талант в целом нам продлевает наше существование в драках. Правый талант на отсутствие штрафа от ульты берем только в тех случаях, когда мы зажаты на базе, и наша единственная опция победить — это тупо сплитпушить вражескую базу и стягивать на себя энеми. Пики и контрпики. Хоть и сейчас та мета, в которой Варден считается довольно сильным и непобедимым героем, однако я думаю, что стоит рассмотреть героев, которых Варден не только кошмарит, но и тех героев, от которых он играет в лютейшее плоть терпения. Для вашего удобства зеленым цветом будут отмечены герои, те, которых Варден выносит без каких-либо усилий. Желтым будут отмечены те герои, которых вы выносите за счет вашего понимания арк Вардена и хорошего скилла на этом герое. А красным цветом будут отмечены те герои, против которых арк Варден скорее всего побеждает, нежели выигрывает, и против которых я не рекомендую брать данного героя. Список данных героев будет варьироваться от самых метовых героев нынешнего патча, которые фигурируют наиболее всего в катках против арк Вардена, до не особо метовых героев, которые по каким-либо причинам сейчас реже всего попадаются против арк Вардена, однако это не значит, что они не заиграют против него в дальнейшем. Пики вы особо не прочитаете, так как это рандом, вы не можете быть уверены, что тот или иной герой будет с вами играть, и вы заставите вашего тиммейта пикнуть то, что вам нужно. Однако от себя скажу, что арк Варден лучше всего раскрывается под какую-нибудь танковую тройку, которая просто идет, инициирует файты за него и принимает весь основной прессер на себя. Какими-нибудь сейвящими саппортами или теми, кто любит стягиваться под мид, и какого-нибудь нежадного кэрри, под которого вы не вынуждены играть 4+1, то есть это герой наподобие
наподобие, например, Сларка, который может и пораньше подраться, и пофармить при необходимости. В целом на рейтингах пониже особо сильно пофигу, потому что керри там фармят плоховастенько, какая-то часть фарма просто так пропадает или не зафармливается, и в принципе вы можете найти больше фарма. Касаемо троек, с которыми Аркварден неплохо играет в нынешней мете, это, например, тот же самый Кентавр, тот же Марс, тот же Тайтхантер, тот же Дум, тот же Дарксир, то есть просто те герои, которые идут и напрягают своим присутствием врагов на карте. То есть инициируют хорошечно, впитывают много дамага, дает какой-то хороший контроль при необходимости, делают за вас всю грязную работу. Саппорты неплохие, такие как Баратрум, Худвинг, какой-нибудь, возможно, Оракл, тот же Леон, та же Винга. То, что дает очень много контроля и какую-нибудь лишнюю выживаемость, если по воле случая вас зафокусили в драке или вы как-то подставились, и данные ошибки эти герои могут вам компенсировать, это всегда приемлемо. Настройки. Настройки особо сильно я не менял, в своих старых роликах я про них уже рассказывал, однако в данном видео давайте поговорим о них тоже, чтобы эти настройки не терялись. Эти настройки вам пригодятся для более удобного контроля Аркварденом. Однако помните, секрет в том, чтобы не просто продублировать чужие настройки, а выставить все под себя так, как вам удобно, и привыкнуть к этому где-то в течение 10 игр. Потому что не существует универсальных настроек, которые бы подходили абсолютно всем. Кто-то играет так, кто-то играет по-другому, это все индивидуально. Первое, с чего я начну, это с квик-кастов. Очень важная настройка при игре в доту в целом, особенно на героях, на которых нужно быстро нажимать много кнопок, типа инвокера и вардена. Чтобы их включить, заходим в Hotkeys, Advanced Hotkeys и ставим галочку тут Enable Quickcast Autocast. Теперь мы можем назначить квиккасты на предметы и обилки. Далее подконтрольные группы. Без этого просто невозможно играть на микроконтролящих героев. Заходим в Control Groups, забиваем туда любую удобную клавишу, у меня, например, F1, F2. И в лобби через Ctrl плюс клавишу, которую вы выбрали, можно назначить наших Аркварденов. Select Other Unit, чтобы выбрать всех прочих юнитов, в нашем случае ульт Арквардена и иллюзии с манты. Smart Double Tap. При зажатом альте вы юзаете каст на себя. Помогает быстрее и проще себя форснуть. Unified Orders with Control. При зажатой Ctrl вы отдаете команды всем юнитам сразу. Помогает, чтобы не контролить и не выбирать всех юнитов по отдельности, и просто хорошая кнопка для начинающих микроконтрольщиков. Quick Attack. Важная команда нужна, чтобы отправлять иллюзию Split Push или фарм леса. Например, зажав Shift плюс A на область и нажав на определенном месте на карте, иллюзия будет идти атаковать всех врагов на заданном пути. Очень удобно, когда вы дефаете базу и сплитите вражескую одновременно. Касаемо принципа игры на Арквардене, вы должны понимать, что Аркварден — это герой позиционки. Ваша основная задача в драке — это всегда стоять позади, подобно тому, как вы играете на каком-нибудь снайпере, Трексее, Инвокере, Зевсе, таким образом, чтобы вас было труднее или попросту невозможно выцепить по ходу драки. Также основной целью по ходу файта всегда является то, что вы должны отзонить вражескую тиму, закидывать какие-нибудь спарки, мешать им добраться до вас, мешать им выходить из драки. Варден это очень хорошо делает и очень напрягает всех по ходу драки этими инструментами. Все это в совокупности делает файты против этого героя неприятными и довольно сложными. И вы должны это всегда держать в голове, это ваша основная задача. Также помните, что Аркварден это довольно медлительный и немобильный герой, то есть он очень сильно боится фокуса по себе. Он не любит прямого контакта с энеми, и вы должны понимать, что этот герой исправляет данного рода слабости тем, что он фармит очень много айтемов. Соблюдение таймингов покупки предметов на Арквардене — это самая основная задача и самый основной скилл. Поэтому, чтобы играть на этом герое, важен не только микроконтроль, но еще и понимание макро. То есть ваше умение находить фарм в сложных играх, там где вы, казалось бы, вообще его найти не можете, очень сильно влияет на исход вашей победы. Обычно самая банальная и действенная опция, как искать фарм на Арквардене, это просто фармить в тех точках на карте, где энеми не показывался. То есть если вы особо внимательно следили за мини-картой и увидели какого-нибудь вражеского кора на одном из лайнов, вы просто должны идти в противоположный лайн, где он уже не дойдет до вас. И примерно прикидывать, через сколько секунд времени он сможет к вам добраться, если вы задержитесь. Такая маленькая база для тех, кто любит сплитпушить или фармить в сложных местах. Вы герой фарма и крайне редко агрессии. Однако вариативность этого героя позволяет играть на нем так, как вам по кайфу. Это не значит, что если вы будете играть на нем агрессивно, вы будете играть плохо или неправильно. Разбор катки. Это игра на Арквардене, которую я играл за силу тьмы. Пикал я
Ордена на последний пик, сразу же основываясь на том, что я смогу выиграть очень неприятных героев против себя, Морфа и Элдер Титана. Это желтые герои, которые разваливаются просто на скилле. Дальше я иду по стандарту всегда на миде ставить себе вард в эту точку на карте Задайр. Это всегда стандартная такая точка, которая, в принципе, более-менее чем всегда хорошо работает. Сейчас ее, конечно, больше девардят, но вы всегда стараетесь ставить вард где-нибудь на противоположной стороне. Чаще всего самый выгодный вард, который вы можете поставить на миде, если ваша какая-нибудь пятерка или там четверка купит смолк, и вы сразу же на МС будете идти пытаться ставить вард где-нибудь, например, здесь, если вы играете за Дайр, ну или здесь, если вы играете за Рейден. Эти варды больше всего дают вам информацию, они хуже палятся, и крайне редко их находят, и они всегда стабильно стоят до 5-й минуты. Итак, далее я колю своих тиммейтов пойти сделать ФБ, так как я играю за тьму. Это делать всегда крайне сильно легко. Очень приятно, можно зажонглировать типа с парками, потому что спарк вообще невозможно никак заэвейдить на таком уровне. Мы видим, здесь сразу показывается Элдер Титан на варде, и я успешно забираю ФБ, тем самым приблизил себе ботл. Дальше я должен был идти стопать крипов, но просто на уверенном хотел забрать себе баунти руну. Благодаря этому мы забрали все 4 руны, и даже если я не особо сильно проблочил этих крипов, это не особо сильно страшно, потому что у меня уже будет ботл. Против меня будет стоять Квапа, которая никак не сможет меня с таким ранним ботлом задоминировать, и я смогу спокойно дальше стоять против нее. По-хорошему, всегда лучше стараться переблочить, просто потому что если у вас нету ФБ и нету раннего ботла, вы не сможете нормально потом стоять лайн. Эта Квапа будет закидывать вас в дротики, будет вас как-то раздрачивать, и вы можете очень сильно пожалеть о том, что вы потеряете пару лишних крипов, тем самым тот ботл, который вы должны по сути с первой пачки получить, вы будете его отодвигать, и впоследствии вы будете проигрывать. Здесь против таких матчапов всегда выгодно, чтобы ваша пачка где-то стояла вот здесь на рампе, и чтобы ее пачка была на этой речке. Таким образом вы сможете, если что, поставить спарк и просто будете накалять эту Квапу, тем самым не давая ей сделать то же самое с вами. Но это в идеале. Дальше давайте посмотрим, как я здесь двигался по этой карте. Вот она кидает в меня дротик, тоже я и говорил. С ней я размениваюсь, потому что понимаю, что самое главное, что я хотел получить, это ботл. Ошибка, конечно, в том, что я не добил дальника, потому что я потерял солидную часть опыта, но из-за того, что я сделал ФБ, в принципе, не так сильно страшно. Спарки я в нее кидаю просто, чтобы выбить с нее ресурсы. Свои я сейчас восполню тем, что ботл долетает. По-хорошему, сейчас мне надо переагрить крипов, но я просто решаю ее порайт-кликать в надежде, что эти крипы на меня почему-то сагрятся, но они не агрились. Оверолл это вообще никак не проблема. Если даже прокликивать эту Квапу, то у нее уже плохо по ресурсам, у нее где-то 2 танго остается, у нее меньше половины хп, и она очень сильно рискует, в принципе, умереть. Здесь я ее продолжаю прешерить, зная просто потому, что я получу вскоре 3-й левел, я ее уже смогу спокойно убить даже при таком количестве хп. Дальше я хочу получить перчатку, с ней мне проще всего будет как-то отфармливаться. Я хочу подождать в этом моменте 2 минуты, получить лишние заряды ботла и стараюсь как-то эту Квапу убить. В принципе, с таким стартом, как у меня, наиболее выгодно, что вы можете делать с очень ранним ботлом, это как раз таки обыгрывать вражеского мидера на ресурсах в попытке его убить. Но оверолл всегда лучше стараться поиграть на свой фарм. Здесь мы с ней трейдимся, она теряет очень много хп, убегает по тавер, и я просто ее добиваю этим спарком, потому что его никак не можно заэвейдить. У меня супер идеальное начало, я получаю 2 руны, она не получает ни одной единой руны, и я очень быстро приближаю себе тайминги Мидаса. Обычно после такого старта все вражеские мидеры, будучи чуть-чуть прошаренными людьми, понимают, что чем дальше, тем хуже для них, и они будут стараться колить своих тиммейтов, как-то приходить и меня задрачивать. С супер идеальным началом я иду за руной, у меня очень много сейчас голды, я хочу восполнить себе ботл, чтобы дальше продолжать прешерить, не забываю себе стакнуть какой-нибудь кэмп по ходу. Но вообще, такие мувы, которые я сделал сейчас, да, я пошел стакнул крипов здесь, в дальнейшем это чуть больше фарма, я пошел забрал руну,
восполнил себе какие-то ресурсы. В целом, из-за того, что у меня была половина маны и почти все хп, это вообще было невыгодно. Я должен был стоять и убивать крипов, и таким образом я получил бы больше всего фарма. В таких моментах вы всегда стараетесь сюда идти, только если у вас какая-то задница по миду, у вас вообще нету ресурсов, вы к крипам подойти не можете, вы максимально сильно нюхаете, и у вас очень все плохо в миде. И если вы не получаете каких-либо дополнительных ресурсов в виде ботла, то тогда вы идете за этой руной. Overall, если у вас все хорошо, вы развалили мид, и у вас полные ресурсы, или больше половины ресурсов, всегда играйте на фарм. Даже в таком случае старайтесь пропушить этих крипов, чтобы свою пачку уже начинать убивать об этот тавер. И таким образом Квапа потеряет больше всего фарма, и вы сможете получить больше левела, больше преимущества в дальнейшем, и еще сильнее прешерить ее, убивать, и таким образом заставлять ее уходить с мида. Дальше продолжаю трейдиться, не очень удачно нажал спарк, но повезло, что мисс не заработал по дальнему крипу, его спокойно добил. Здесь я миссанул бизнес крипа, что есть очень сильной ошибкой, всегда за него надо воевать, это самый главный после дальнего крипа таргет, просто потому что он больше всего дает голды, но дальний крип важнее из-за того, что он больше всего дает XPM из-за этой пачки. Папа меня пытается сейчас убить, но мне не страшно, у меня есть стик, у меня есть фейрик, скоро 4-я минута, и даже если она попробует меня пойти 1 на 1, она меня все равно не сможет никак убить. Она решает это сделать, но она стягивает к себе Титана, и это была моя главная ошибка. Я чуть-чуть не доиграл в надежде, что смогу самостоятельно потрейдиться с Квапой, 1 на 1 ее убить, и забыл про такой элемент, что всегда на такой лоу хп под руну они могут стягивать героев из-за того, что у них проигран мид, а у меня по сути выигран, у меня было 2-0. Что я мог сделать в этом моменте правильно? Перед тем, как уходить на эту руну, должен был заколить Баратрума, прийти и дать чардж на эту Квапу. Впоследствии, когда бы она сюда, например, прыгнула за мной, за этой руной, Баратрум бы уже был здесь, и я бы, возможно, ее убил даже посмертно. А может быть, даже ее убил бы и не умер. Либо же, если он в таком моменте не будет идти, то мне просто надо было забить буй на вот эту руну и просто зачилиться и пойти либо за другой руной, либо вовсе ничего не делать. Потому что при всех ситуациях я рискую умереть, и все, что я мог бы сделать в такой ситуации, даже с очень каким-то лоу-ботлом, я бы мог себя просто принести, например, какую-то фласку и себя прохилить и дальше спокойно стоять против нее. Но жадность сыграла, и это была моей ошибкой. Но это не проигранная еще игра, у меня все еще хороший фарм, даже с такой ошибкой. Немного критической, но дальше я просто все, что должен сделать, это получить свой 6-й левел, и при любых я буду способен убить этого героя, как бы она не старалась выжить, это будет делать вполне себе легко, если его не будут контестить. И все, что мне надо делать в этом моменте сейчас, это по сути фармить и набирать медас. Чем раньше я его возьму, тем лучше. Тем, что я старался играть довольно агрессивно здесь, и после этого момента я умер, я очень сильно, скажем так, всю свою идею агрессивной игры занивелировал. Это ошибка. После того, как вы хотя бы один раз умираете в миде, все, что вам надо делать, это уже не гоняться за какими-то киллами, с красными глазами не бежать на героя, просто продолжайте дальше фармить. Приношу себе варды, всегда их надо обновлять, желательно на 5-й минуте. Из-за того, что я его вовремя поставил, я увидел этого Бейна, который пришел просто законтестить руну, чтобы мне ее не дать. И даже если бы я его поставил чуть-чуть позже, меня бы могли убить вполне себе спокойно. Папа бы меня прыгнула, дала какой-нибудь ульт, Бейн бы дал слип, и все. В этом моменте я бы умирал. Пришлось сделать ТП-аут, так как вышел Бейн, и он сделал очень много, и дал ей получить 6-й левел, дал получить ей руну, которая по совместительству еще является самой лучшей руной против Арквардена, потому что вы диспелите с себя флюкс, делаете так, что он не работает, и с руной иллюзии вообще в принципе никого невозможно убить. Дальше иду на мид, в лес я уходить не сильно хотел в этом моменте, потому что Аркварден не очень хорошо фармит в лес, это желательно делать уже где-то с мидасом, чтобы у вас было все получше. Я заколил в этом моменте бару прилететь на Квапу. Сейчас я ее, скорее всего, зажонглирую просто спарками. Она потратила блинк, я в нее поставил до спарка плюс флюкс, и она, скорее всего, просто не сможет никак этого избежать. Вот я добиваю спарком, иллюзия у меня сейчас почти затрейдится. Бейн на красных глазах решил пожадничать и пошел за иллюзией, ее в итоге не добил, встал в 2 спарка, и мы убили. Тут у бары прокает какое-то нереальное количество баши, мы просто делаем еще и 3-й килл. Это было очень круто. Дальше в таких случаях вы должны понимать, что
что не стоит вообще никогда больше идти агрессировать. После такого неудачного у них захода в мид, все, что они могут сделать как-то, это пойти, собраться уже качественно вчетвером, втроем, прям целенаправленно прийти в мид, встать за этой квапой, и при следующей попытке ее будут они очень облизывать и дефать, потому что они понимают, что если меня не остановить в этом моменте, то эта квапа просто будет умирать 24/7. В таком случае вы уже понимаете, что 2 килла и больше на миде для Арквардена это довольно нестандартная ситуация. Если вы получаете каким-то образом больше, это чаще всего какая-то удача и стечение обстоятельств, нежели выверенная математика. Вы должны понимать, что в таком случае вам остается немного денег до мидаса, и вам лучше просто забирать эту пачку крипов, аккуратненько, с парками и идти подфармливать вот этот какой-нибудь кемп. Потому что вы очень сильно рискуете терять свое преимущество. Докупил себе мидас, понял, что там есть сентряк какой-то, Баратрум от чего-то захотел разбежаться на квапу, но я его об этом не просил, потому что у меня не было маны, я понимаю, что без иллюзий это делать вообще бесполезно. Кстати, самое важное еще, первый мидас вы всегда должны юзать по налесного крипа, потому что вы таким образом получаете стабильно айтемы и даете айтемы своим тиммейтам на других лайнах, и они начинают гонять потом лучше на своих сайдах. И в принципе, если вы не можете сюда как-то стянуться, то всегда юзаете мидас на дальнего крипа. Просто потому что мидас, он умножает XPM, который вы получаете с крипов, в целом потом можете начинать играть агрессивнее, без айтемов гораздо раньше. Потому что чем раньше вы приближаете себе 10 левел, тем проще вам в соло делать какие-либо киллы вообще без поддержки команды. Ну, разумеется, 1 на 1. Потому что если там будут стоять и контестить, никаких киллов вы особо сильно не получите. Это самое простое, как можно законтрить Арквардена. Просто стойте за своим тиммейтом и не давайте ему реализовать через флюкс парк. Юзаю здесь на самого большого крипа, чтобы больше опыта получить. Там из-за того, что даблстак фармить я его не особо сильно хотел. Возвращаясь к тому, что я сказал, не стоит после очень хорошего начала пытаться перебыковывать, потому что, видите, уже тут Титан, хоть он и 4-й левел, но он стоит и как-то пытается контестить. Но он здесь ошибается, из-за ДДшки я опять его убиваю спокойно. И дальше, чтобы просто так не терять свою ульту зря, я иду и пытаюсь как-то убить квапу. Но своим мейном я это не делаю, потому что понимаю, что там все еще есть какой-нибудь Бейн, еще есть остальные чуваки, которые могут прийти. Бейн был в топе, и у него, скорее всего, было ТП, я это понимал, но он решает ТП сделать на бот, тем самым дав мне больше пространства. Здесь квапа просто в меня прыгает, непонятно по какой причине. У меня нет маны, у меня нету темпоста, я пытаюсь от этого отойти. Спарк кинул в надежде, что Бара, может быть, даст какой-нибудь чарж. Я его помню, что заколил в этом моменте, потому что один удачный чарж, один флюкс, один спарк, и эта квапа догниет и никак себя не прохилит, даже как бы она ни старалась. Но вообще в такой ситуации мне даже не надо было стараться колить этого Баратрума, потому что маны у меня немного, у меня в КД ульт, без ульта драться всегда стабильно плохая идея. У меня, скорее всего, не будет достаточного количества ДПС сейчас, чтобы ее убить. И даже если что-то пойдет по плану, то всегда могут потом прийти, дать ТП какие-нибудь другие чуваки, меня унести. В такой ситуации самым лучшим правильным решением, даже если вы хотите быкануть, то лучше подождать какой-нибудь ульт. Либо если тут уже происходит ситуация, что у вас ульт в КД, лучше пойти пофармить этот спот и все. Ну, вот как я и говорил, сейчас будут все стягиваться под эту квапу. Я подставляюсь, это была ошибка, и на меня выходят и убивают. Стягиваются абсолютно все, и я отдаю свой стрик, тем самым ошибаюсь. Самым правильным решением пойти фармить, потому что меня просто взяли лицом в грязь, опустили в очень хорошей для меня игре, тем, что я ошибся и пошел играть агрессивно. Здесь я даю ТП в мид, в надежде, что мои тиммейты придут, подерутся, потому что я видел, что у них все хорошо, на боте не было ни колво, они должны были, по идее, ломать этот бот, так как все ТП давали ко мне в мид, чтобы меня унести, но в итоге ни бот не спушен, в итоге я проигрываю мид и тем самым принимаю хорошее решение идти и пытаться фармить свой Maelstrom. В хорошей игре, при правильных действиях у меня было бы сейчас гораздо больше крипов, даже с таким количеством фрагов, и гораздо раньше я бы смог забрать мидас. Из-за того, что я умер и присутствовал только в таверне, я оттягиваю очень сильно тайминги Maelstrom,
Шторма, что есть очень грубая ошибка на Арквардене. Здесь они загуливают, идут драться на выгодные нас точки. Все тиммейты понимают, что это хорошая для нас драка, она выгодная, всегда можно дать ТП на Т2. Мы просто деремся, и вроде как не критично. Я не получил фрагов, но я получил парочку ассистов. Кстати, прошу вас заметить, видите, в этой драке я не стараюсь идти быковать первый, то есть я выхожу только чтобы добить, и в остальном я стою где-то позади, потому что понимаю, что меня очень легко просто взять за фокус убить. Особенно если вы играете еще за какого-нибудь Дайр Вардена, то вы понимаете, что у вас нету купола, который вас может задефать, и вас вообще за нехер убить, пока у вас ульт в КД или вообще в целом. Если у вас нету ульта, то вы просто мишень. Разбиваем смоук, я решаю здесь сыграть чуть более активно, потому что мы видели, что находится Морф здесь, он загуливает. Хотели попробовать его убить каким-нибудь там ваншотом через Баратрума и через Рубика. У нас это не совсем получается ваншотом, но для нас это очень хорошая драка. Я убиваю Морфа, Титан пытается меня зачейзить, он так и будет играть. И мы получаем много киллов и приближаем меня к моим айтемам. Но я вас прошу заметить, с момента этих драк произошло, по-моему, 1,5 где-то минуты или 2. За это время я получил 5 ассистов, если меня не изменяет память, и всего лишь 1 килл. В общем и целом, по макро мы сделали довольно много, потому что мы убили важнейшего героя в их пике, который единственный, кто может эту игру, в принципе, закончить против меня. Но при этом, если бы я фармил, возможно, я бы быстрее получил свой Maelstrom. То есть в идеале вы должны оценивать ситуацию так. Если вы способны сделать киллы и получить все эти киллы для себя единолично, то лучше идите деритесь. Вот в таких как раз местах, где для вас это делать наиболее безопасно. Либо на вашей буханке под таверами, где всегда будут давать какое-то ТП ваши тиммейты, как-то контестить вас, где, в принципе, драка будет под вашим контролем. Либо, если вы понимаете, что даже если вы подеретесь, вы сыграете на ассисты, а не на киллы, то лучше таким способом пофармить. Так как я играю сейчас на мидере, я не хотел особо сильно жадно играть, даже несмотря на то, что я играл на Арквардене. Мне хотелось больше дать спейса для фантомки, так как 2 ФКшных кэрри в этой игре давало бы небольшую часть спейса для этого морфа, и тем самым бы приближало его к победе. Просто против морфа в целом играть довольно неприятно, если вы затягиваете в лейт. Вы можете его спокойно там убивать, но ни я, ни фантомка — это 2 героя, которые не хотят собирать какой-нибудь скади. Это герои, которые собирают свои 2 скриптовых билда. Я через Bloodthorn, она через БФ и Дизоль, что в принципе против морфа не особо сильно хорошо работает. У меня нету никаких ресурсов, я понимаю, что даже неплохая драка проходит на миде, мне туда лезть никак не стоит. Я просто принимаю самое взвешенное, адекватное решение дофармить этот Maelstrom, получить после этого ТП и, возможно, как-то по ходу подтянуть свои ресурсы. После покупки Maelstrom вы можете спокойно стягиваться где-то на 3 и выфармливать ее, потому что без Maelstrom и даже с его наличием вы довольно ее сложно фармите, и вам всегда стабильно надо будет отдавать Tempest Double, чтобы протанчить этих крипов через магнетик и унести, так как ДПС у вас мало. До этого момента самое лучшее место, где вы можете отфармливать, это весь вот этот изи лес. Это всегда выгоднее, чем что-либо. Наиболее самое часто распространенное место, где лучше всего на Вардене фармить, это вот эти новые леса в 7.33. Либо здесь за Дайр, либо здесь за Radiant. Тут вы восполняете ресурсы, 7 регена под вот этой шахтой. Тут, по-моему, еще тоже 7 мана регена, по-моему, они этим отличаются. Таким образом, вы в драке только подтягиваетесь с наличием ТП, и только если драка уже началась на ваших условиях. То есть он адекватно начала 3 в нашем случае, Кентавр, который там что-то не особо был сговорчивый в этой игре, и как-то приходилось играть без него. Если у вас нету 3, при таких айтемах вы должны всего лишь фармить. Даже здесь была бы неплохая драка, потому что, смотрите, 4 тиммейта, все собираются, там всего лишь 2 энеми, незадолго до этого морфа. В принципе, сюда можно было бы прийти и подраться, но в моей ситуации
Т, я не смог найти какого-нибудь коннекта с этим кентавром и должен был по лучшей мере пойти пофармить. Начинается довольно неудобная драка для меня. Я не могу пойти дальше, потому что меня зонят. Если меня законнектится Титан, меня убьют за стан. Я также этого Тейда никак убить сейчас при таких айтемах не могу, и мне очень тяжело. Здраво оценив бы ситуацию пораньше, я бы, скорее всего, заигнорировал эту драку и пошел бы просто фармить, пока бы не дофармил этот гликмир. В итоге я теряю очень много времени и не дофармливаю свои предметы. Это просто я сейчас говорю вам к тому, насколько сильно важны тайминги на этом герое, насколько сильно важно на нем АФКшить чуть-чуть больше в самом начале. Потому что чем дальше вы заходите с такими предметами, чем вы агрессивнее играете, тем меньше для вас выхлопа, как для героя. Вы больше всего хотите быстрее выфармить айтемы и только потом что-то начинать делать. Даже с учетом неплохих драк и неплохого счета для меня, как для мидера, я все равно для этой минуты имею не очень много. А по-хорошему я уже должен был к 17 минуте иметь гликмир, с которым бы я делал в драках в 300 раз больше. Самое важное, если вы играете агрессивно, все эти драки надо было проводить где-то желательно на этой стороне. Вам крайне выгодно драться за что-то, потому что драки, которые происходили тут и тут, они просто были нацелены на то, чтобы подефаться и как-то снять там парочку стриков и какие-то киллы сделать. Но оверолл мы после этих драк не сделали ничего по макро по этой карте. И всегда стабильно, если вы кого-то когда-то убиваете в каких-то драках и делаете им преимущество в виде отсутствия некоторых героев, вы всегда должны пушить тавера. Приоритет всегда тавера на вражеской сейф-линии. То есть за Дайр это тавер здесь, за Radiant, когда играете, это тавер здесь. И потом вы получаете таким образом больше всего фарма на карте. Я бы смог фармить 2 пачки N6 здесь, получил бы доступ к фарму в виде этого леса, возможно здесь, и у меня было бы гораздо больше фарма. Мы бы смогли с фантомкой больше сплитить фарм, у него было бы много фарма в виде этого леса, она бы его спокойно отфармливала и могла бы играть здесь. Ну и чередовать это спокойно. Так как я еще раз повторюсь, была очень несговорчивая тима, то есть по сути с кем я мог поиграть в этой игре, с кем я играл больше всего времени, это был Барретрум. Я просто фармил своих крипов и таким образом не особо сильно уходил по нетворсу. Если посмотреть, то скорее всего у меня такой же нетворс, как и у их морфа. Плюс-минус такой же. У фантомки, как у Кэрри, еще меньше, чем у этого морфа. Поэтому, понимая такую ситуацию, вы просто должны фармить. Фармить и еще раз фармить. Но как мидер я в своей голове держал в тот момент, что ей надо дать больше спейса, ей надо дать чуть-чуть больше времени, чтобы мне было проще. И поэтому я старался хоть какие-то киллы делать на карте, чтобы у других enemy героев было меньше айтемов, которые впоследствии будут мешать ей делать киллы. Я сделал здесь 1 килл, но оверолл это было не очень выгодно. Я ради этого килла потерял позиционку, очень подставился, и сейчас я в этой драке умру и, скорее всего, обреку еще тиммейтов на смерть. За эту драку мы потеряли Т2 Tower. В итоге у меня нарушены тайминги, у меня нету тревелов, которые мне нужны, чтобы дальше толкать линии и получать еще больше фарма. И ошибка этой игры конкретно в том, что я слишком много пытался драться с несговорчивыми тиммейтами. По-хорошему, на 20-й минуте у вас уже должны быть тревела, глипнир и что-то наподобие половины Арчида или половины какого-нибудь Драгонлэнса, может быть Форса. Это будут, в принципе, неплохие тайминги. На такой минуте с хорошими предметами вы уже можете быть уверены, что вы способны на то, чтобы закончить игру. Работа над ошибками прошла в моей голове успешно. Здесь я хоть и видел, что драка происходила на топе, но она была очень далеко. Бежать туда невыгодно, тревелов у меня не было, и я просто решил пофармить. Потому что у нас уже не было 2 таверов. Я понимал, что игра, скорее всего, будет и выигрываться от того, насколько удачно мы сможем задефать Т3. Они на Radiant очень сильно сейчас ошибаются тем, что они пытаются форсить Т3 на 20-й минуте. Это всегда делать невыгодно даже с хорошим перефармом. Просто по той лишь причине, что на такой минуте мы все имеют не очень большой левел и не самый большой нетворс, поэтому все из таверны выходят крайне быстро.
где-то в среднем 20-30 секунд. За 20-30 секунд вы можете спушить всего лишь один тавер, и если вы даже каким-то образом успеваете на Т3, все, что вы можете поделать, это как-то зафорсить, отдать глиф, либо, в принципе, в этом нету ни малейшего смысла. В таких случаях лучше всегда пытаться пойти и убить какого-нибудь Рошана, Торментора вражеского или своего Торментора. В этом будет по макру всегда больше выгоды. Они дают мне больше всего времени затянуть эту игру. Такие моменты, которые дают мне пространство затянуть игру, и я это понимаю, я должен использовать. У меня уже появляется тревела, у меня уже есть Глейпнир, я могу спокойно через иллюзию пушить сайды, фармить тем самым больше, своим оригиналом выходить в довольно безопасные точки здесь, которые почему-то меньше всего подвергаются гангам из-за того, что туда просто физически неудобно доходить. Если вы собираетесь дефаться и играть от трона своего, от своего Т3, то самый лучший айтем для этого будет, как бы это смешно не звучало, это Dragon Lance. Dragon Lance, который впоследствии будет собираться в пику, потому что вас будет очень сложно зацепить, вы будете очень хорошо и очень безопасного расстояния напуливать из купола и дефать свои товара. У вас всегда стабильно будет крайне выгодная позиция, в которой, если будут пытаться занырнуть конкретно вас, задавить для того, чтобы убить Арквардена, вы будете очень сильно наказывать на этой инициативе энеми. Начинаю я сейчас с форса, потому что у нас нету лишнего никакого подсейва. У нас Баратрум, который не покупает айтемы на сейв, просто потому что это такой герой, он всегда берет какие-то кэрри-айтемы, можно, если так сказать. И я играю против пика, который спокойно может заджампить в меня. Единственное, как я могу себе сейчас помочь самостоятельно, это купить себе форс. Если бы я купил Dragon Lance, то любой какой-то удачный джамп в меня, он бы никак не переживался лично мной. У Рубика в том числе тоже не было ни глиммера, ничего. У него линза, такие два героя, которые не особо сильно любят покупать сейф-айтемы, но если вы понимаете, что у вас такие два героя, такие два сапа, которые с наибольшей вероятностью вас не дадут ни глиммера, ни форса, то лучше всегда сами для подсейва покупайте форс первой шмоткой. В этом моменте я решаю рискнуть, потому что я видел, Морф убил героя на миде, но меня видели, за мной вышли, и здесь я выжил просто потому, что получилось через стампиду чуть-чуть чуть-чуть обмануть энеми. Я выжил, этот риск был оправдан, но в целом в таких играх всегда старайтесь не рисковать. Если вы даже увидите одного морфа, далеко не факт, что он будет стоять там один. Скорее всего, грамотные энеми всегда будут видеть вас на карте. Если вы показались оригиналом, они не будут терять возможности, будут идти вас контестить. Здесь они уже теряют терпение и начинают форсить товара. В моменте я начинаю спокойно эти товара дефать через иллюзию. Морф немножко ошибается и начинает нырять прям за тавер. Тем самым я смог чуть-чуть с Баратрумом до бэкдора дотянуть, дать время тому, чтобы у фантомки появились какие-то айтемы, и у нас появился шанс по дефу. Здесь Кентавр тратит стампиду, мы убиваем Бейна, который больше всего дает value в драке. И смотрите, в моменте Тайт, который дает сейчас Равагу, в меня не смог попасть Равагой только потому, что я купил пику. Именно по этой причине я говорил, что самый лучший айтем, который вы можете собрать для того, чтобы играть от вашего тавера, это именно пика. Мы убиваем спокойно Элдер Титана, выбиваем Эгиду из Морфа, убиваем спокойно Тайда, у которого нет ничего, и сейчас, по идее, мы убьем этого еще Морфа. Нажимает байбек Бейн, Морф почему-то трейдится в мою иллюзию, пытается безуспешно убить эту фантомку, подставляется Бейн, и еще, скорее всего, сейчас умрет этот Морф. В итоге карта, которая была полностью под контролем Рединта, переворачивается, и мы из-за того, что мы убиваем их под Т3 тавера. Прошу вас заметить, где я себя позиционирую в этой драке. Я, если в нее начинаю входить, я стою своим мейном позади и особо сильно не стараюсь как-то заинициировать эту драку самостоятельно. Я стою, я выжидаю, я байчу энеми на кнопки, чтобы, не дай бог, не
получить пару лишних по себе, и таким образом я не чувствую вообще никакого особо сильно прешера от этих enemy. Ну и дальше на пару уже с фантомкой она получила очень сильно много преимущества. Я практически за одну драку получил себе Bloodthorn, не говоря уже о том, что дособрал себе арчит. Фантомка также начала быть довольно самостоятельным героем. Она сейчас пошла и убила Титана 1 в 2. Сейчас я понимаю, что карта уже более-менее под нашим контролем. У enemy всего лишь один Canet Wars преимущество, что значит, что это преимущество вообще для меня неощутимо, и мы можем сейчас просто выиграть игру посредством еще одной удачной драки. То есть в таких моментах, когда вы уже выиграли драку и полностью перевернули игру, вам не стоит прямо идти и как-то пытаться ее закончить, потому что это все еще та игра, где вы можете ошибиться и проиграть. Это вполне себе равная игра. В таких моментах вы лучше дофармливаете свой айтем, вам спешить некуда. Всегда время играет на вашей стороне, потому что с получением 20-го левела против Вардена очень сложно заходить. Упал у него на иллюзии, на Evasion не имеет практически никакого КД, и вы можете под Т3 Tower играть так, как вы хотите этого. В таких случаях вы должны просто играть от Т3, искать какой-то фарм посредством иллюзии и по возможности пытаться убить как-то Рошана. Вы с наличием Bloodthorn это делаете супер быстро. В таких моментах вы должны даже, я бы сказал, идти за Рошана как-то драться, потому что, получив эгиду на своем кэри, даже не на Арквардене, вы можете потом спокойно позволить себе пойти и пушить. Не рискуя тем, что то преимущество, которое вы получили после одной удачной драки, вы можете как-то потерять. Здесь в моменте, пока я фармил и особо сильно не спешил, я решаю себе собрать БКБ против Тайда. Рубик палит enemy у нас в лесу, они подставляются. Особо сильно не рискуя, я выбиваю липнерами БКБ из квапы, понимая, что без этого БКБ они, скорее всего, либо не будут драться, либо даже если решат подраться, то нам будет гораздо проще принять эту драку. Иллюзию, чтобы просто не терять попусту, я ее трачу для того, чтобы выбить пару лишних ресурсов из Тайтхантера, но в целом всегда не рискуйте этой иллюзией, даже убивая ее, вы отдаете 300 лишних голды, что очень много, и вам крайне сильно невыгодно ее просто так трейдить. Если вы ее убиваете, это не очень сильно страшно, но overall ее лучше беречь так, как вы играете на каком-нибудь мейн-герое. Просто тратьте ее на то, чтобы где-то фармить там, где плюс-минус безопасные, вы не рискуете встретить морфа того же, если бы вы были в этой ситуации. Потому что отсутствие вашей иллюзии, оно очень сильно сокращает вероятность того, что вы спокойно сильно задефаете или удачно примете драку. Спарки я выставляю на всякий случай, потому что на момент, когда я дефал Т3, я не видел, где enemy, и чаще всего, когда вы дефаете Т3, хоть и спарки сейчас они действуют очень ограниченное количество времени, по-моему, секунд 13 или 14 после нерфа, вы все равно стараетесь их выставлять в такие места, где наиболее вероятно всего могут вообще после блинка сидеть enemy и ждать очень удачной инициации, потому что если Тайтхантер, например, бы потратил один блинк, стоял бы здесь и ждал, наибольшей вероятностью мог бы один раз очень хорошо дать равагу в меня здесь, где бы я держал позиционку, чтобы дефать этот Т3, скорее всего бы выиграл эту игру. Поэтому один такой спарк, который вы поставите и который там, ну, может задержаться на 1 секунду или просто как-то даст вам лишний вижен, может предостеречь вас от того, что вы рискуете умереть даже, хотя, казалось бы, вы стоите довольно безопасно. То есть ставьте здесь где-то спарки, ставьте их за тавра, если понимаете, что сейчас заходить будут enemy, ставьте их всегда в лесу. В итоге после этих всех драк я имею достаточно много айтемов, чтобы самостоятельно делать много по карте. Я уже не боюсь того, что меня как-то зафокусят, у меня есть БКБ, у меня есть Bloodthorn, я вижу, что очень много мертвых героев. Все, что самое адекватное, что я могу сейчас сделать, это просто пойти и как-то начать пушить. Даже если там начнут резаться герои по типу Фантомки, того же Элдер Титана, который меня хоть и очень сильно может накалить и убить, даже самостоятельно. У данного Элдер Титана было все очень плохо по игре, и я его не боюсь. Вот ныряет Фантомка, я нажимаю свой прокаст, меня поддерживает в этом вопросе Кентавр, она загуливает, и мы ее убиваем. Дальше меня вместе с этой квапой пытается убить Элдер Титан, опять он прыгает неудачно, держа позиционку и особо его не боясь, я убиваю 2 героев, выбиваю байбеки и просто пушу. Видя, что Морф
15 секунд еще находится в таверне, у них нету глифа, мы просто допушиваем D3 тавера, забираем потом бараки и ничего не боимся. Опять в меня ныряет Титан уже после байбека, горит, наверное. И на этом моменте, даже если они как-то будут драться, у них остается опять все те же 3 героя, которых я даже не боюсь. Через иллюзию я просто добиваю бараки. Полю отойти, потому что у меня на мейне очень мало маны, половина хп. Скоро закончится иллюзия, и я, скорее всего, нормально не смогу принять драку. У меня нету БКБ, я боюсь Сыроваги, и даже если драка произошла бы, она была бы на очень невыгодных для меня условиях, и я бы, скорее всего, даже мог бы подставиться и умереть. Решаю не рисковать и принимаю очень правильное решение. Решить особо некуда, я принимаю просто решение подождать Рошана, сыграть под него. Энеми тоже понимают, что им неплохо было бы забрать Рошана, если они хотят удачно подраться, поэтому драка здесь происходит. В итоге, если я не ошибаюсь, сейчас начнется файт, который, в принципе, эту игру для меня закончит. Даже не ожидав то, что будет драка, и мы ее выиграем без эгиды, мы уже способны просто пойти и закончить игру. Мы видим то, что там есть морф, который без БКБ, без ничего, он мне ничего буквально не делает. Я докупаю хекс, и я дальше понимаю, что все, что мне остается делать, это просто закончить эту игру. Мы пушим Т3, особо сильно дальше не лупимся, потому что через пару секунд выйдут все энеми из таверны. Мы будем забирать эгиду, ее, скорее всего, буду я отдавать фантомке, так как я считаю, что эгида на Арквардене это довольно очень ситуативная история, которая берется только если вы вообще настолько играете самостоятельно, что у вас кэрри это буквально вы, тройка, мидер и 2 саппорта, все в одном лице, и если вы умрете, то проиграете игру. Только в таком случае берите Аегу, но оверолл всегда ее старайтесь отдавать другому кору, потому что вы стоите на позиционке, и если вас убивают на позиционке, даже если вы забрали эгиду, то крайне редко вы ее сможете нормально после этого реализовать. А вот тот, кто будет идти вражескую позиционку для вас нарушать, то для вас всегда будет выгодно отдавать Аегу такому тиммейту. Что и, собственно, в данной игре было нормой, потому что если вы внимательно следили, фантомка всегда запрыгивала под БКБшкой вместе с Баратрумом и Кентавром, по сути, давая мне шанс стоять позади и доджить попытки врага в меня как-то запрыгнуть и выиграть игру через Равагу или через какого-нибудь Элдер Титана. Здесь я попробовал через иллюзию как-то и Экс Бладторн убить Морфа. Практически даже убил, чуть-чуть не повезло. Если бы я это делал мейном, может быть, даже бы и убил самостоятельно, но смысла особо сильно не было, потому что мейном я без эгиды мог бы подставиться, и было бы все это очень бесполезно. Меня прыгает Элдер Титан, я сам себя спасаю с фантомкой через БКБшку, не решаясь отойти дальше, потому что нам надо пушить, надо заканчивать. Я через свой купол на безопасном расстоянии просто ломаю тавера и начинаю трейдиться в трон. Я его немного мискликнул, подтолкнул себе, хотя должен был сам себя толкать, и из-за этого ошибаюсь. Но в целом не страшно, у меня был байбек, но в той ситуации, когда я трейдился в две стороны, я должен был это делать через иллюзию, я не должен был самостоятельно подставляться. В том моменте у меня была идея то, что фантомка еще дольше поживет, и я вообще сам все сломаю, но это не сработало, и более выгодно было бы просто отойти и не рисковать. Попытка была закончить игру, в принципе, неплохой, но из-за того, что мы ее не свершили должным образом, мы решили не рисковать полностью, потому что уже практически 60-я минута. Все, что можно сделать в таком случае, это подождать Аегис сыграть более сейвово. В этом моменте вы на Арквардене все равно можете найти, чем вам на карте позаниматься. Вы всегда можете попытаться что-то сделать на карте, до усрачки как-то пытаться сплитить, ломать этот голый трон. Все, что вам надо делать, это просто иметь терпение. Этот герой вполне себе спокойно может выдавать грязи после 60-й минуты, потому что все же иллюзия — это очень сильный инструмент, который вы можете выдавать на Арквардене. Мы здесь решаем подождать Аегис, чтобы не рисковать получить свои айтемы, засейвить байбеки и просто найти очень удобный вариант, как бы эту игру закончить. Получаем свои айтемы, и дальше я иду, начинаю инициировать на уверенном в Тайтхантера, потому что он очень неудачно подставляется в плане позиции. Делаю я это через иллюзию, своим мейном не надо рисковать, тем более скоро 30-й левел, и у меня будет талант, который не будет давать мне получить штраф на иллюзии. Фантомка ныряет, минус Бейн, уже минус один герой, у нас все еще есть эгида, мы спокойно деремся. Выбиваем рефрешер, выбиваем очень много кнопок в один Аегис, убиваем Тейда,
Еда, у которого нету байбека. Выбиваем байбек из квапы и просто идем в трон. Меня убивает их саппорт, но при этом у меня есть байбек, и у них нету глифа, я просто ТП-шусь и заканчиваю эту игру. Короче, если подытожить то, что мы видели в этой катке, что вообще в принципе произошло и что вам надо понять. У меня очень было удачное начало, но из-за ряда своих каких-то действий, ошибок или погони за хайлайтами, фрагами и не очень размеренной игры, я это преимущество слил. Всегда имейте терпение и помните, что вы играете на время. Время играет на вас, и ваши тайминги всегда это плюс для вас. Чем быстрее вы выфармливаете свои предметы, и чем раньше вы их реализуете, тем больше выгоды для вас. Стабильно позиционируйте себя позади в драке, потому что, как мы видели из некоторых ситуаций, из-за наличия одного форстафа впоследствии пики, я смог стоять настолько далеко и настолько сейвово, что все попытки запрыгнуть в меня заканчивались тем, что мы забирали минимум 2 героя, я выживал, и мы еще потом на камбэке убивали 3 оставшихся важных героев, у которых помимо всего этого была эгида. И наличие нетворса, который выше нашего где-то на 10 тысяч-5 тысяч. Поэтому помните, терпение на этом герое — это самый важный ключ к тому, чтобы на нем побеждать. Погоня за агрессивной игрой или какими-нибудь хайлайтами на этом герое, они всегда чаще не оправданы, нежели оправданы. Вы их только делаете в тех случаях, если ваши тиммейты не колятся и не могут поднять игру с мертвой точки. И все зависит от того, пойдете вы самостоятельно сломаете трон или нет. Ну шо, пиццаки, видео подходит к своему логическому завершению. По традиции благодарю всех тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Если видео вам заперло, обязательно поддержите его люкантропом. Если не заперло, все равно поддержите люкантропом. Че, вам жалко, что ли? Подпишитесь на канал, чтобы данного формата ролики выходили чаще. Если есть какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. По возможности все комментарии читаю, не оставляю их без ответа. Также не забывайте заглядывать на мои прямые трансляции, которые я провожу на этом YouTube канале и на Твиче каждый день. Бонусом к этому ролику я создал сборку, которую вы можете использовать в игре. Оставил я ее у себя в закрепах в Телеграме. Можете туда перейти, подписаться, тоже очень будет приятно. Ну и также для того, чтобы быть в курсе касаемо выхода новых роликов и стримов. Если Телеграм неудобен, то также существует еще мой Discord сервер. В ТикТоке также обитаю. Напоследок хочу сказать, чтобы вы не боялись проигрывать или что-то придумывать новое на этом герое, потому что развивается не тот, кто постоянно побеждает, а тот, кто посредством бесконечных проб и ошибок нарабатывает себе ценнейший опыт и извлекает из этого толк. Вроде ничего не забыл, по статуту попрощался и шо? Пошел я нахуй.